Всем привет, с вами Дэн, и знаете, тут такая коробочка, наверное, самая необычная из тех, которые я видел, в виде такого морского, да, контейнера. Вообще прикольно, супер необычно, и тут даже запатентована эта упаковка. В общем, бодари сделали прям красотулечку. Правда, не сразу очевидно, как, собственно, этот контейнер открыть. Вот, но тут как-то... Стоп. Вот. Опа! Прикол. Ну, это прям лайк за такую штуку. Значит, здесь у нас карточка с номером, инструкция. А бодари, как вы знаете, я вам несколько моделей уже показывал. За последние годы всегда такое, знаете, соотношение цена-качество прям на высоте. Но сегодня модель особенная. Я бы даже сказал, переломная в мире микробрендов. Почему? Потому что, знаете, кстати, подушечка приятная. Потому что это, товарищи, Хамаш. Знаете чего? Кто угадал, напишите в комменте. Хамаш Бертуччи. Бертуччи — американский микробренд, который вот у нас, может быть, не так хорошо известен, а на американском рынке хорошо известен. И я про него уже несколько роликов снимал, мне нравится бренд Бертуччи. Ну вот, выпустили на них Хамаш, и это говорит о том, что Бертуччи — это уже величина. Это величина. Ну, не прям сказать, что это прям стопроцентный Хамаш, но корпус явно заимствован у американцев. Но китайцы, конечно, не были бы китайцами, если бы не добавили здесь ништячков. И об этом мы сейчас поговорим, я вот только пленочки сниму. Так, ну здесь еще в комплект мне положили много всяких плюшек. Это специальный инструмент для укорачивания браслета. Ну, это пригодится, особенно если у вас его не было. И ремешочек. И это прикольно, потому что здесь браслет идет по умолчанию, а тут еще нейлоновый ремешок типа Зулу, да, и две шпилечки запасные. Ну, это прям вообще хорошо. То есть, вот такие мелочи, знаете, всегда очень-очень приятные. Такой очень толстый Зулу ремень для самых суровых мужиков. Но сделан, кстати, хорошо и, опять же, в хозяйстве пригодится. Плюс с этими часами можно попробовать. И плюс здесь вот правильный такой ремень, видите, где... чтобы прям вообще ничего не дергалось, ничего не слезало, да, специально такие нашивочки. И плюс ремень еще и бодари, да, брендированный. Блин, ну молодцы, ребята, молодцы, это прям хорошо. Это хорошо, но давайте говорить про часы. Они очень-очень легкие, потому что здесь титановый корпус, титановый браслет и... много очень вариантов расцветки циферблата. Здесь у меня специально самый такой базовый, самый такой милитари, черный цвет. Есть много разных расцветок, есть много комплектаций. Можно взять изначально на Зулу ремешке. Но я, конечно же, рекомендую, берите на браслете, глядишь, там, может быть, и в подарок положит еще ремень. Ну, если не положит, то как бы все равно ремень прикупить дешевле, чем браслет. Мы, конечно, сейчас разберемся, хороший браслет или нет, но давайте еще пройдемся по характеристикам. Значит, здесь стоит швейцарская суперлюминова C1, здесь стоит сапфировое стекло. Как я уже сказал, титановый корпус и титановый браслет, пескоструйная обработка, 100 метров водозащиты, и внутри стоит японский механизм Seiko NH35. И вся эта красотулечка сколько стоит? Правильно, недорого. На момент, по крайней мере, выхода ролика, записи этого ролика, 9700 рублей. Ну, короче говоря, где-то даже меньше, чем $100, потому что на Алиэкспресс, понятно, курс не ЦБшный. Да? То есть я бы сказал, где-то долларов 90. Долларов 90 за такие прям ого-го фишенцы, я вам скажу, это неплохо. Это прям даже очень-очень хорошо. Так, а давайте пройдемся, значит, по ранту. У нас 38. Если возьмем вот так вот по корпусу, то получается уже 40. Ну, вполне такие, знаете, универсальные размерчики. 11,6 по высоте, по браслету 22 тут. И от ушка до ушка, ушки здесь длинные, 49,3. Так что в целом часы, ну, такие среднеразмерные. Среднеразмерные. Видите, да, здесь большие ушки. Первое звено браслета, оно глубоко заходит, да, между ушками и корпусом.
Поэтому модель носится гораздо больше, чем ее там 38 по безелю или 40 по корпусу. Носятся они как 42. Этот момент учитывайте, то есть они такие средненькие. То есть вот на запястье 18 и больше. 18 плюс, скажу так. Слушайте, ну сидят прикольно. С черным ремнем, конечно, будет совершенно по-другому смотреться. Будет больше милитари, а сейчас они такие, ну такая литая модель, единый кусок титана получается, да. Ну, а собственно, что мы говорим? Давайте вот приложим, хотя бы приложим черный цвет, да, видите, она уже больше выделяет, больше играет с циферблатом. И тут еще важно то, что вот ушки такие, да, эти, собственно, ушки от Bertucci, их фишечка, они такие длинные, они толстые, мощные, а в оригинальной модели они встроены, да, то есть это единая часть с корпусом, и нельзя менять браслеты, можно только на ремешки ставить. Но здесь как раз вот тот самый случай, когда можно ремешок ставить. С ремешком выглядит по-другому, больше в милитари стилистику. Здесь вот такие они больше, как бы, на мой взгляд, повседневные. Вот, ну, а циферблат классический для милитари стиля. Здесь две разметки, 12 и 24 часа, чтобы, собственно, там дополнительно, да, вот это вот отделение день или ночь прогнозировать или учитывать, да. Ну, такая милитари разметка. Насколько полезна внутренняя шкала, это вопрос другой. Мы его касаться не будем. Дата контрастная, хорошо читается, понятно, специально так сделано. Тоже пескоструй по стрелкам, стрелки такие, градусники идут. Железная дорога даже по краям, где минутная разметка. И я скажу так, с читаемостью здесь проблем нет. Секундная стрелочка достаточно крупная, с красным наконечником. И так прям привлекает к себе внимание, немножко даже отвлекает от основных стрелок, но в целом мне нравится. Читаемость здесь, ну, проблем каких-то я не вижу. Заводная головка сглаженная, корпус тоже весь сглаженный, такой пухлый, толстый, внушительный ранг, как делает Bertucci. Здесь все они повторили в этом плане. Вот корпус прям, да, здесь ну, практически один в один. И везде у нас идет матовый пескоструй, ну, как для милитари часов, так это прям очень и очень хорошо. Задняя крышка достаточно простая, здесь идет гравировка, но основные характеристики. И важный момент. У браслета есть система быстрой замены, поэтому можно быстренько переходить с ремешка на браслет и обратно. Застежка на двойной фиксации, такая классическая, в общем, максимально недорогая. Но здесь титан, и я сколько спрашивал китайцев, по титану в основном пока именно вот такого плана застежки доступны. Но я думаю, что можно, в общем, этим пренебречь, поскольку цена, в общем-то, минимальная за такого плана характеристики. Что по весу на полном браслете? 115 грамм даже не дотягивает. Ну, собственно, а на ремне будет и того меньше, чем, наверное, 80 грамм. Про запас, кстати, здесь 4 сантиметра как минимум есть, так что на достаточно крупное запястье даже эти часы подойдут. Ну что ж, по браслету. Браслет, кстати, неплох, не особо острый снизу, я бы даже сказал, вполне себе адекватно сделан. Между ушками, да, неплохо обработано. Гибкость здесь, да, геометрия по браслету тоже неплохая. Опять же, с учетом цены, слушайте, ну, прям радует, прям радует. Знаете, несколько лет назад мы бы таких характеристик, и тем более титана, который большинство производителей считают премиальным металлом и сразу ценник увеличивают, мы, конечно, такого бы получить не могли от китайских брендов. А теперь, пожалуйста, опа, и бери. Так, проверим, чего у нас тут на макро. Черный матовый циферблат. Печать достаточно аккуратная. Ну, пару тут пылинок, наверное, есть. Или одна даже. А все остальное так чистенько, приятненько. По отделке здесь тоже все аккуратно. Ну, собственно, везде пескоструй. Слушайте, ну, я хочу сказать, что очень даже приятное впечатление все оставляет. Ну, что по итогам? Первый хамаш от Бодари Bertucci. Вообще, по-моему, на рынке первый хамаш Bertucci, может, где-то и был, напишите в комментарии. В общем, по соотношению цена-качество здесь все окей. Если нравится такой дизайн, если нравится титан, то, собственно, почему бы нет? На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.